У нас сегодня, да, как было сказано, доклад опять по платежам. Некоторое время назад у нас был начальный такой финтех-доклад по платежным шлюзам. Далее вот Юра сделал классный доклад, Конклав про PCI. И Павел далее рассказал, как работают карточки, и показал, кстати. Очень было интересно. Кто не видел, советую обязательно посмотрите в Ютубе, там будут записи. И да, я подумал, что, наверное, было бы интересно продолжить эту тему и покрыть немаловажный аспект платежных ГТВ, шлюзов и так далее. Это альтернативные платежные методы. И тема, да, достаточно объемная, поэтому будут две части. То есть первая сегодня, где мы поговорим про альтернативные платежные методы, чем они являются и их историю. Бизнес и продукт value обсудим, тренды, аккаунт-to-аккаунт payment и немножко про AI поговорим в платежах. А в четверг это уже будет чисто техническая часть. Поговорим про то, как платежные методы интегрируются, какие есть паттерны и антипаттерны, которые часто встречаются. И покажу демо, какие смогу платежей именно вот напрямую с телефоном в прямом эфире. По формату на сегодня сначала я постараюсь рассказать весь материал, чат я читать не буду, и на комментарии в процессе рассказа тоже отвечать не буду, но потом весь чат перечитаю, на все вопросы, если они вдруг будут, отвечу. И если какие-то аббревиатуры вдруг будут непонятны, буду стараться расшифровывать, подгуглите в фоне, потому что, да, это в платежах много аббревиатур. Да, пару слов о себе. Меня Илья зовут, работаю в платежном шлюзе в Швейцарии в текущий момент. До этого работал в Gatsby, это Options Trading Company была, она поглощена eToro, и eToro сейчас торгуется на бирже в NASDAQ в 2025 году. Э, Было IPO. Также работал в Nordstrom, это e-commerce американский. По платежам, да, соответственно, DataTrans — это швейцарский платежный ГТВ, сильно больше миллиона транзакций в день, где-то сильно больше 1,5 миллиарда транзакций в год. Направленность — это B2B и строго enterprise сегмент, и где-то по самой Швейцарии более 70% e-commerce маркета именно процессится через DataTrans. Более 40 платежных методов на платформе и более 135 currencies. Окей, давайте к сути. А, Начнем, наверное, с того, что есть APM. То есть APM — это в первую очередь merchant-centric термин, и он зачастую предлагается со стороны мерчанта либо PSP, и его идея в том, что это классификация всего, что не входит в классический карт entry. То есть те платежи, где мы не вводим номер карты. По сути, это способ выбора метода оплаты во время чекаута, который не является привычным стандартной картой в привычном смысле этого слова. На слайде вы можете видеть различные варианты того, как большие игроки дают определение, как они видят, что такое альтернативный платежный метод. В принципе, вот первая пачка, там PayPal, Stripe, Biden и прочее, у них понятно, что они говорят, что EPM — это не карты, и, собственно, все. И есть такой игрок Wipro, насколько я знаю, он один из самых больших провайдеров альтернативных платежных методов, там, насколько я помню, больше 200 их. И вот он говорит интересную штуку. Вот здесь я бы хотел немножко остановиться. Он говорит, альтернативное — это относительно, is relative. И вот это относительно — это очень классное отступление, потому что общий смысл у всех IPM — это не карта. Что значит относительно? Относительная идея в том, что часто называют локальной payment methods, то есть локальные. И для некоторых стран локальные являются фактически основными, а как раз-таки карты — это альтернативные. Получается, можно хороший пример привести Китай, где, в принципе, очень серьезная цифровизация и огромное количество платежей проходит через Alipay и WePay чат. Бразилия — это Pix, это 80% населения им пользуются. Азия — это GoPay, GCash там и прочие платежные методы. Это так называемые суперапы, которые полностью заменяют собой банки. Индии UPI, Unified Payment Interface. Это, конечно, государственная система, чуть дальше мы про это пару слов скажем, но идея в том, что у них гигантский объем транзакций, и картам там, в принципе, очень мало места уделено. Нидерланды, Германия, тоже интересно, что, казалось бы, это Европа, но в тех же Нидерландах есть система iDeal, про нее мы подробнее чуть дальше поговорим. 60-70% рынка e-commerce, пожалуйста, за ними, то есть карт там совсем мало. А в Германии это Safort и Klarna, ну и Girocard. Раньше еще был Girocard, Commission. То есть если как-то вот резюмировать, да, то получается, что вот это определение Пибро, оно крайне верное, что альтернативно — это относительно и относительно контекста. В зависимости от страны, в которой мы конфигурируем наш чекаут,
появляются различные опции того, как назвать тот или иной платежный метод. И зачастую альтернативные платежные методы как раз-таки являются основными. Далее будет правильно проговорить про таксономию альтернативных платежных методов. Вы на слайде можете видеть 14 категорий. Это достаточно много. Моя идея была здесь в том, чтобы дать определенную группировку, да, то есть таксономию по платежным методам для того, чтобы, понимая, к какой категории относится платежный метод, мы могли автоматически понимать, что это, как будет выглядеть чекаут, как устроена интеграция, какие будут рефанды, возвраты и какие в целом операционные риски. И да, я сейчас проговорю про каждую из этих категорий. Этот слайд будет достаточно долгий, но он позволит понять, что, в принципе, важно только знать, как устроена категория, и, в принципе, будет понятно, как работает большое количество платежных методов в общем и целом под капотом. То есть первую группу мы здесь видим, это Redirect by Bank. Это достаточно классический механизм того, как пользователя перенаправляют в банковское приложение, где он подтверждает оплату, возвращается назад. То есть ретирект бэк происходит. Merchant же получает подтверждение синхронно. На текущий момент мы здесь подробно не останавливаемся, но идея крайне понятна. Далее у нас идут Up-to-Up Approval и QR Presented. Эти две группы я их разделил. Очень часто многие их группируют, что верно, потому что зачастую платежный метод, например, вот у нас есть там Twint, Mobile Pay, их можно и туда положить в зависимости от того, какой flow кастомер использует. Up-to-Up — это про диплинки, это про то, как у нас из мобильного приложения происходит автоматический свич в мобильное приложение для подтверждения оплаты и свитчбэк назад в приложение мерчанта. То есть это происходит путем использования диплинков и Mobile SDK нативных. QR Presented — это если в мобильном приложении это WebView, если с браузера на ноутбуке, компьютере это, соответственно, обычная веб-страница. И почему я их разнес? По той причине, что это разный фрикшн. То есть в Up-to-Up фрикшн отсутствует. Вас после нажатия «Оплатить» мгновенно перенаправляет в нужное приложение, и вы либо нажимаете кнопку «Оплатить», и там условно пароль вводите, отпечаток пальца или лицом аутентификацию проходите. А вот в QR Presented есть дополнительный шаг, где вам нужно сосканить QR-код, и сама страница ожидания, она еще должна быть достаточно умная, чтобы дождаться подтверждения синхронного и сделать redirect back. На технической части мы подробнее поговорим конкретно про эту логику, про эту функцию. Далее у нас идут кошельки, так называемый digital wallet, часто в документах их пишут e-wallet. У нас их здесь 3. Токенизированные, hosted и account-based. Токенизированные кошельки — это под капотом на самом деле те же карты. То есть это card rails, и они входят в альтернативные платежи лишь благодаря другому UX и тому, что под капотом там токенизация. Hosted валеты — это полноценные кошельки, куда происходит свой отдельный логин, где зачастую даже хранятся, в принципе, средства на их аккаунте. То есть, например, вот PayPal, Amazon Pay. А Account-Based Wallet — это достаточно свежая вещь в том плане, что это A2A Payments, то есть аккаунт-то-аккаунт платежи, и их достаточно недавно начали выносить в отдельную категорию, в большей степени потому, что начали появляться игроки в Европе и такие как Revolut Pay, например, где они относительно недавно выпустили этот платежный метод. А Revolut Pay что? Это, по большому счету, способ быстрой оплаты через счет в Revolut. То есть, по большому счету, это подтверждение без ввода карты. То есть это очень похоже на банк Payment, но он другой. А вот Venmo, например, это из США платежный метод для быстрых переводов peer-to-peer между людьми. То есть это тоже, в принципе, та же идея, что аккаунт-to-аккаунт payment, но учитывая, что деньги списываются со счета, то как бы мы их относим в account-based wallets. И вот Gcash последний — это филиппинский платежный метод. В принципе, та же идея, что там это такой суперап, через который можно оплатить абсолютно все, от коммуналки до покупок и без банковской карты. Далее у нас идут кэш и воучер номер 7. Здесь идея в том, что это оплата кэшем через ваучер, либо какой-то механизм того, как какой-то
платежный билет оплачивается, и далее он потом предоставляется. То есть здесь можно вот хороший пример Болета привести. Это бразильский платежный метод. Там система генерирует ваучер, и далее в этот ваучер где-то наличными можете оплатить, там в банке, в почте, еще где-то, и далее вы им будете как бы оплачивать. То есть идея в том, что человек становится клиентом e-commerce, не имея банковской карты. Далее там Окса вот написано, это мексиканский платежный метод. Там вообще прикольно, что это была сеть мини-маркетов в Мексике, ну, она ей осталась. А стала она в итоге платежным шлюзом. То есть у них огромное покрытие. Идея в том, что вы получаете ваучер с кодом у них на сайте, потом вы его где-то, условно, через кассира оплачиваете в оффлайн-магазине, и у вас появляется, опять же, возможность в интернете без банка оплатить что-то. То есть такие хитрые механизмы того, как у нас получается использование да, как бы кэша, но при этом в e-commerce. И вот еще там Konbini и BaseFCard. Konbini — это японский платежный метод, там круглосуточные магазины, 7-Eleven, что я по памяти помню, и так далее. То есть там тоже идея с QR-кодом, тоже такая же идея, что у вас анонимность есть и расчет наличными. То есть и все. А вот PaySafeCard — это европейская тема, это глобальная плюс европейская, будет корректнее сказать. Это предоплаченные ваучеры, которые популярны в целом везде. То есть вы ваучер покупаете, там 16-значный пин, и в газетном магазине, киоске и так далее за наличные вы его купили, и потом вы можете где-то оплатить в интернете и так далее. Вот. Далее идут Direct Debit и Manual Bank Transfer. Direct Debit — это очень популярная вещь, например, в Швейцарии. Идея здесь в том, что такой красивый термин — это списание по мандату. Это значит, что, например, вы хотите, чтобы оплата за квартиру у вас снималась каждый месяц в одинаковой сумме, но вы не хотите сами вводить данные, да, то есть реквизиты и прочее. И вы даете вашему арендодателю возможность списывать с вас деньги каждый месяц автоматически в определенной сумме. То есть вот это вот называется direct debit в данном контексте. И туда же, конечно же, относятся ACH-платежи, SEPA-платежи европейские и прочее. А вот Manual Bank Transfer — это то же самое, но когда вы это делаете вручную. То есть у вас фрикшн появляется в том, что вы это делаете вручную. Далее у нас идет 10-11 пункт. Это тоже относительно связанные вещи. То есть это Mobile Money и Carrier Billing. То, что вот DSB аббревиатура, это Direct Carrier Billing расшифровывается. То есть первое о Mobile Pay. Идея в том, что вы платите через кошелек, который есть, грубо говоря, у мобильного оператора, то есть он уже пополнен, там есть какой-то баланс, вы платите из него. А carrier billing — это когда вам оператор выставляет счет или списывает с prepaid, не карта, как сказать, prepaid счета, который вы, да, соответственно, занесли. И далее вы это уже оплачиваете через phone bill. Вот в Швейцарии, например, у нас вот есть Swisscom Pay, Sanders Pay, достаточно популярные большие телекоммуникационные компании, и если вы что-то покупаете в Apple Store или App Store, как вы правильно, то вам может добавиться стоимость, если вы там определенные кнопки понажимали в пил мобильного телефона. И вот Димока здесь тоже указан, это австрийский платежный метод, тоже как бы для с той же идеей, скажем так. Вот. Локальные карт-схемы. Вообще вот этот блок очень большой, и его на самом деле крайне сложно покрыть вообще в каком-нибудь объеме в рамках альтернативных платежных методов, потому что это действительно карт-схемы, которые не международные. Хитрое определение. Идея в том, что международными у нас считается там Visa, MasterCard и еще там кое-что. А есть национальные или региональные карточные схемы. И вот это как раз пример региональных и национальных карточных схем, которые имеют свои собственные правила, свои UX-паттерны, свои, самое главное, интеграционные специфические требования. И поэтому они вынесены в отдельно, да, то есть вот здесь есть пример, там вот Банконтакт, есть Данкорд, я его, по-моему, не внес сюда, да. Вот, например, Банконтакт — это экосистема Бельгии, карточная по своей природе, полноценный, это локальный метод, но его как бы считают альтернативным. Данкорд — это тоже локальная карт-схема, она была создана как дебетовая схема в Дании и в 83 году, по-моему. И вот до сих пор она крайне популярна. Там дальше, когда будем смотреть цифры, статистику, мы будем видеть, что там огромное количество именно по картам проходит платежей, и, соответственно, они идут именно в карточную статистику. Вот. И здесь про кобрейдинг буквально 2 слова скажу. Я еще на первом выпуске говорил, что вот в Швейцарии, например,
Postfinance Bank был раньше, у них были карточки, которые работали только в Швейцарии. И вот у Донкорта, естественно, такая же проблема была. Донкортом владеет датская компания Nets, и они для того, чтобы дать возможность платить людям за границей, делают кобрендовые карты. То есть Донкорт слэш Visa, называемые гибриды. То есть внутри страны Донкорт, за пределами Visa. То есть это вот что важно понимать про эту группу. Их можно очень долго разбирать, прям отдельные делать вебинар про них и прочее, поэтому это, наверное, вот на этом можно здесь и остановиться. Про крипто и стейблкоин номер 13 это тоже огромный топик, мы не останавливаемся, но идея в том, что это тоже альтернативный как бы платежный метод, и есть различные механизмы, как там чем платить, через что и так далее. И последнее, 14 это Klarna, там, к примеру, у нас Cembra и прочее, это Buy Now, Pay Later. То есть это способы, как взять кредит, там, кредитные скоринги и прочее, поэтому там чуть дальше проговорим, я пару слов накину про это. Вот, то есть здесь мы сделали таксономию. По большому счету, вот это и есть овервью, что из себя представляют APM, на какие категории они делятся и что ожидать от каждой категории. То есть так или иначе, зная вот, грубо говоря, вот эти 14 категорий, вы знаете, как работают альтернативные платежные методы, и далее вам нужно про каждый из них просто детально посмотреть, что там у какого, в зависимости от страны, какие нюансы есть. Сейчас я чуть-чуть про несколько выбранных мной платежных методов расскажу, что про них именно интересно, да. Вот, например, швейцарский — это Direct Debit платежный метод, и вот я выделил жирненьким 81% магазин физических, 86% магазин онлайн имеют твинт в Швейцарии. Это много. А в 2025 году 6 миллионов активных пользователей. Так на всю Швейцарию почти 9 миллионов. То есть, ну, это огромное распространение, и эта компания получила огромный успех здесь. Вот. Я думаю, что покажу как раз-таки демо с этим платежным методом в четверг. Следующий... Почему? Вот. Следующий платежный метод у нас Блик. Польский популярный метод. Я думаю, что здесь достаточно много людей должно быть в Польше, его отлично знает. Здесь интересно вот цифры, что 2 миллиарда 400 миллионов транзакций за 2024 год и 85 миллиардов долларов было запроцессено. Это много, особенно и круто для Польши. 18,5 миллионов активных пользователей. Это очень-очень классные показатели. Работает Блик на основе кода, который вы берете и вводите, когда оплачиваете. И очень вот здесь вот Strong Customer Authentication аббревиатура, благодаря тому, что это используются банки, там достаточно сложно заниматься фраудом. Про это чуть-чуть тоже, скорее всего, поговорим в четверг. Klarna, шведский платежный метод. Идея в том, что это Buy Now, Pay Later. Здесь мы можем видеть тоже серьезные цифры за 2025 год, за квартал. То есть у них большое количество активных пользователей. И процесс работы с платежным методом видите следующим образом, что вы там себе как-то дробите покупку и платите там по частям в какую-то сумму денег, там, условно, каждый месяц, либо каждую неделю. Дальше мы чуть подробнее скажем, как выглядит Klarna и какие там надо знать нюансы. Самое главное понимать, что Klarna — это не просто платежный метод, и вообще группа Buy Now, Pay Later, она одна из самых сложных, потому что там есть куча всего underwriting, как бы, да, это не только интеграция, а то, как происходит кредитный скоринг, там и прочие штуки, то есть про это там пару слов скажу чуть дальше. Следующая у нас группа — это токенизированные валеты. Wallets — это Apple Pay, Google Pay, Mobile Pay, Vipps. Скандинавские страны. Apple Pay, Google Pay — это глобальный платежный метод. Опять же, здесь идея, что в первую очередь это снижение frictions, и у нас будет подтверждение оплаты происходить чаще всего за счет биометрии. И что интересно, под капотом, в принципе, это те же самые карты. Вот про Vipps и Mobile Pay группу я про нее расскажу подробно в четверг именно про технические сложности интеграции, потому что там достаточно хитро сделано то, как происходит именно авторизация карточки. В принципе, что здесь нужно про эту группу знать, что оно больше относится к картам, чем к альтернативным платежным методам по своей специфике, потому что без Card Rails это просто не работает. И нужно понимать, что здесь основную роль играет токенизация и процесс того, как мы декриптим и энкриптим токены для безопасности. Окей. Еще вот один слайд есть по Vipps Mobile Pay. Примерно так выглядит процесс оплаты. То есть, по большому счету, это просто вы в мобильном приложении получаете уведомление о том, что вам надо оплатить Mobile Pay покупку, а
на странице ожидания вы видите вот что-то подобное, где вам говорят, на какой номер телефона было отправлено уведомление, и вы, соответственно, там оплачиваете. Эм, На этом слайде нас интересует публичная тарификация. То есть чаще всего интеграция же происходит через какой-то PSP, и интересно посмотреть на бенчмарки, которые можно увидеть, примерный диапазон затрат, учитывая разные платежные методы. То есть так называемая последняя миля, то, что платит как бы мерчант для PSP. Вот здесь можем видеть пример от Stripe, это из их официальной документации взял, что вот правая часть, там, где идет плюс, это чаще всего часть, которая не фиксированная, которая идет именно per платеж. Это то, что сам, грубо говоря, Stripe себе берет, а вторая часть — это уже то, что сам платежный метод берет. Но нужно понимать, что все эти цифры — это так очень относительно, им нельзя верить, их нужно все время перепроверять, потому что, во-первых, всегда присутствуют различные цены для различных мерчантов, скидки за объем, разные модели тарификации присутствуют. Иногда это могут быть выше, иногда ниже, в зависимости от типа бизнеса. И фикс рейт может применяться, вопросы, какая будет комиссия там по возвратам, диступам и прочее. И, соответственно, в данном случае, что merchant fee — это не полная себестоимость. Поэтому я этот слайд скорее показал для того, чтобы показать, что APM-экономика, она вообще не единая, и все зависит от конкретного платежного метода, и вот с картами чем-то это проще. Вот, поэтому дальше мы, соответственно, перейдем к тому, как платежные методы сами могут зарабатывать. То есть это самая вот бизнесовая часть, ее обычно интересно понимать, то есть каким образом сами payment methods, как они зарабатывают. Вот здесь можно поделить в целом на 3 группы, плюс 4 общая. То есть первая группа — это bank-baked account-to-account схемы, то есть это про консорциум из банков, то есть консорциум — это объединение крупных банков какое-то. И эти консорциумы, они имеют модель комиссии с транзакций или операционные платежи за участие в их сети. И для мерчанта чаще всего это крайне удобный локальный чекаут, и экономически это контролируется правилами сети. Вот, например, iDeal есть, эм, им владеет Currency, это нидерландская сеть банков. Вот там это крупное объединение большого количества банков, таких как ING, IBM AMRO, N26 Рабобанк, CNL банки, Revolut, Рабобанк, не он банк, сори, он отдельно идет, и BNP Paribas. И их там еще несколько. То есть обычно этот список можно посмотреть. У Swish, у них там есть свои банки там и так далее. Польские банки то же самое. Далее у нас второй блок идет Wallet Operators. Кошельки зарабатывают на Merchant Fees. И последнее время это стало очень популярно, наверное, последние 2-3 года. Это партнерские программы вокруг всего. То есть так называемые дополнительные сервисы. То есть понятно, что вот Merchant Fee — это, наверное, изначально как корень, да, как бы заработка, но сейчас бывает так, что другие revenue streams получаются с разных партнерских соглашений, там, с сетями продуктовыми и прочее. И, соответственно, у них платеж — это как бы якорный способ получения стабильных денег, и все, что вокруг — это дополнительный revenue streams, который они получают. И вот здесь MobilePay указано, что это VIPS Group. Тут, наверное, надо сделать уточнение, что раньше MobilePay — это был отдельный платежный метод, а в 2024 году они с VIPS их купила, и это стала одна большая компания. То есть теперь VIPS MobilePay — это один и тот же платежный метод и одна и та же группа. Третий блок — это как раз Buy Now, Pay Later провайдеры. Здесь идея в том, что они, то есть разница сама, что они берут мерчант-комиссию как цену за конверсию рост среднего чека, грубо говоря. То есть идея в том, что клиент как бы не платит же, да, когда ему, грубо говоря, за эту как бы бессрочную рассрочку дают, то вопрос, откуда зарабатывает провайдер. По большому счету это более высокие комиссии для мерчантов, да. Интерес в том, что для магазина Buy Now, Pay Later это маркетинг и рост продаж, то есть они готовы за это платить более высокую комиссию, а для сервиса это так называемый высокотехнологичный риск-менеджмент. И в данном случае даже вот Klarna, например, у них получается идея в том, что им мерчант будет платить 4-6% с продаж, то есть это достаточно очень высокая комиссия.
И главная сложность в данном случае будет это, да, кредитный риск, то есть то, как просчитать, будут ли отдавать им деньги или нет. И как мы можем видеть сейчас по текущему, их оценки, да, на бирже, они очень серьезно упали, и интересно будет посмотреть, как у них получится выровнять свои показатели и вернуть хотя бы начальную цену, с которой они выходили на рынок. И, последний блок — это revenue models. Это уже скорее то, что объединяет так или иначе все платежные методы, либо payment провайдеры. Это transaction fee, то есть это пример Stripe, это где есть, так называемый плоский fee или смешанная модель, то есть где условно какой-то фиксированный процент, либо фиксированная сумма. Add-on сервисы — это что-то дополнительное, что провайдеры могут продавать, скажем так, какие-то IT-инструменты, либо еще что-то полезное для мерчантов, либо для компаний, условно KYC и прочее. Схема физ здесь указаны тоже. Это те самые комиссии, которые берут большие игроки типа Visa, MasterCard или локальный Денкар. Ну и обязательно FX и cross-border payment, где происходит то самое зарабатывание за счет плохого курса, который на 1-3% хуже рыночного, и тем самым компания зарабатывает. То есть, да, по итогу получается, что это вот примерно 3 структуры того, как зарабатывают большие игроки, и revenue models, которые уже берут более маленькие как основу. В принципе, это что касается именно продуктовой части того, как платежные методы зарабатывают деньги. Теперь чуть-чуть поговорим про то, почему APMs важны для бизнеса. То есть здесь мы, в принципе, берем за основу Research Pipro. У них огромное количество данных, доступ к рынку. И Pipro говорят, что примерно 20% платежей закрываются, если кастомер не видит полюбившегося им метода оплаты. То есть я не знаю, какие они страны там использовали, но, наверное, это может быть многовато, но примерно звучит логично для определенных локаций. 77% онлайн-платежей не происходит с использованием кредитной карты. Здесь они, наверное, имели в виду и дебетовую, и кредитную карту, но окей. То есть, в принципе, если взять глобальную статистику и считать там особенно Китай и прочие огромные рынки, тогда, в принципе, сходится. По поводу Wallet Dominance мы чуть дальше про это посмотрим, там отдельный слайд есть. И по поводу Time to Market, это интересный point, они говорят, что это примерно 1 год и 1 миллион денег за интеграцию in-house платежного метода. Я думаю, что это сильно переоценено. Это, во-первых, зависит от рынка, зависит от того, какой платежный метод, вот, скейла и прочее. То есть, понятно, они пытаются продать свои услуги как посредника. Вот, поэтому, конечно, не прям так много денег, но действительно есть определенные платежные методы, которые стоит очень дорого интегрировать в силу достаточно сложных security policies и большого количества аудитов, которые нужно пройти. А, И здесь у нас есть статистика, так называемый Commerce и Market Intelligence. Здесь мы можем видеть, как выглядит доля платежей на 2024 год. И здесь, если, скажем так, просуммировать, мы увидим, что 58% транзакций было сделано с использованием каких-то альтернативных платежных методов, а не карт. То есть это те самые валеты, account-to-account payment, buy now, pay later и прочее. И да, около 40% это дебеты, припейты, либо кредитные карты. То есть достаточно интересная статистика, то есть она говорит о том, что для платежных интеграторов, для мерчантов альтернативные платежные методы — это уже не то, чтобы как-то какой-то add-on дополнительный, а это база на самом деле, что с одними картами не уедешь. И вот здесь есть статистика, в которой мы можем видеть пару стран Европы, да, где и как разбиты проценты оплаты разными инструментами. Вот, например, в Германии и в Польше мы можем видеть, что процент APM огромный. То есть там 83-85% это альтернативные платежные методы, а 15-17% это карточные платежные методы. И совсем маленькие платежи, маленькие проценты — это кэш там и wallet и прочее. Важно, что здесь не надо как бы суммировать их. Тут идея в том, что в APM входит все вместе, да, то есть это не отдельная вещь. И, в принципе, в этих странах Чикаго полностью APM-ориентировано. По факту туда с картами не выйдешь. Там нужно иметь их локальные платежные методы, в противном случае очень высокий будет attrition. В Швейцарии, например, можем видеть, что очень сильный bank transfer. И это действительно так. Здесь это
такой относительный стандарт аккаунт-to-аккаунт payment, и Pay by Bank это здесь действительно стандарт, и все юзы, которые здесь оперируют, они, в принципе, с этим выходят на рынок, и обязательно это валеты. То есть это Apple Pay, Google Pay, и уже на сегодня, кстати, Revolut Pay тоже становится важным инструментом. Вот в Великобритании и Скандинавии там мы можем видеть, что вот в Денмарке там 50/50 карта APM, но, как я раньше говорил, у них есть там свой данкорд, и на самом деле здесь нечестная статистика, там может быть все 30%, а то и все 40% это именно Денкарт, это их внутренняя сеть, и, соответственно, это все-таки скорее должен быть APM, но понятно, что это сложно высчитать, потому что в конечном счете это карта, хоть и своя. Вот. И, кстати, еще, да, у Дании же у них Mobile Pay есть, то есть это супермассовый мобильный кошелек, у них это и wallet, и поэтому, соответственно, там и wallet большой процент. Вот, поэтому, да, если как бы резюмировать этот слайд, мы можем видеть, что все относительно зависит от страны, зависит от рынка, и в любом случае, если вы как продукт-оунер какого-то продукта, где вы выходите на рынок, вам нужно выстраивать чекаут, нужно в первую очередь анализировать ту самую статистику, чем платят в конкретной стране, и под нее подстраивать свой чекаут. Да, и вот то, что мы посмотрели, да, это что эти цифры значат. Они говорят, я их подбирал именно под онлайн и e-commerce чекаут, не по офлайн, это важно. И мы можем видеть, что основная идея, что Buy Now, Pay Later, кстати, да, я вот забыл это упомянуть, попадает в категорию Other, поэтому там отдельно не было выведено. И то есть если вот мы вернемся на слайд назад, мы там можем видеть, что где-то 16, где-то 23. То есть вот 23 это шведно, это как раз-таки главное. Но пока Buy Now, Pay Later не вышло в отдельную категорию. Поэтому, да, соответственно, то, что я и говорил, что когда мы выбираем себе сетапный чекаут, нам нужно понимать, какой пользовательский интерфейс мы ожидаем и какое количество платежных методов нам надо иметь. Потому что есть же компании, которые сами строят внутренние платежные шлюзы и интегрируют APM сами, и, соответственно, для них развязываются руки, потому что они могут лучше контролировать то, что они предлагают. Далее мы можем видеть статистику, скажем так, предсказываний от 24 до 30 года того, как изменится доля APM и карточных платежей в Европе. Она сделана WorldPay Global Payments, и она на самом деле имеет смысл, потому что мы можем уже видеть за 25 за 26 год доля APM и глобально, и в той же Европе она сильно растет. Чуть дальше мы проговорим какие триггеры к этому, да, это спойлер, это аккаунт-to-аккаунт payments в первую очередь. И мы ожидаем к 30 году плюс 14 пунктов, то есть 79% доля всех альтернативных платежных методов, и это крайне много, и важно понимать, что эта доля вырастает не за счет объема покупок, а за счет того, что страны Европы начинают активнее инвестировать во внутренние системы оплаты, которые не US-based, скажем так, да, а которые локальные. То есть так называемый платежный суверенитет. И это часто называют свои рельсы, так называемые. То есть это те самые локальные схемы, национальные кошельки и аккаунт-to-аккаунт instant payment. Да. Окей. Далее у нас здесь есть интересный график с сравнением и топ-10 платежных методов. Я сразу хочу сказать, что на этом слайде нет Alipay и WeChat Pay и Китая, и через один или на следующем слайде я про это поговорю. Что мы здесь можем видеть в этой статистике? Во-первых, мы можем видеть, что Индия впереди планеты всей по объему платежей. Там 172 миллиарда – это космические цифры, то есть это очень много. Но сумма денег, которую они через себя проводят, относительно этого объема очень маленькая, всего лишь $3 триллиона. Если сравнить с US ACH, где 86 триллионов, или с SEPA, где аж 222 триллиона долларов, то, в принципе, количество транзакций становится относительно неважно. И отсюда мы сразу можем понимать, почему те или иные компании делают разные способы монетизации. То есть, если у Индии выгодно монетизировать по количеству транзакций, то понятно, что условно SEPA там было бы выгодно, наверное, брать там какой-то процент и так далее в виде комиссии. Что здесь еще на этом статистике интересно, что в Кении и, в принципе, в Африке активно развиваются платежи. То есть мы можем видеть кенийский M-Pesa, который охватывает собой 28,3 миллиарда платежей и уже 311 миллиардов долларов за год они процессят. То есть регион развивается, многие компании инвестируют в Африку, многие компании инвестируют в развитие
платежей в странах, где карты по тем или иным причинам не популярны. Э, И, наверное, здесь можно и про PayPal сказать, все-таки не стоит его забывать. Видим, что у них почти 2 триллиона долларов, 27 миллиардов платежей практически обработано. Это немало, но сейчас будет понятно в течение, видимо, полугода, что будет дальше с PayPal. Я думаю, многие видели, что Stripe планирует его поглотить. Если они его поглотят, то Stripe автоматически войдет и, во-первых, и в топ по процессингу, и в топ как владелец платежного метода и прочее, поэтому эти цифры могут сильно поменяться. Но на 2024 год примерно такая статистика. Э, Да, если еще раз вот это вот резюмировать для себя, вы можете посмотреть, что э, и Европа, и US, и Индия, и все другие страны имеют свои собственные платежные методы. Они огромные, но это все так называемый Rails. Объем там, где это инфраструктура, а не где это красивый UX, UI. Потому что и UBI индийский, и SEPA — это именно инфраструктурная часть, через что процессятся все платежи. А условные там IDEAL и прочие платежные методы — это скорее надстройка на. Э, Касательно Китая. Здесь достаточно сложно. Дело в том, что они по WeChat Pay, они доминируют в Китае, и Центральный банк Китая публикует статистику на уровне системы и категории, но не публикует статистику на основе платежных систем. Сами Alipay и WeChat Pay — это потребительские платежные системы, это национальная, на них под ними работает национальная клиринговая инфраструктура, так называемая NetsUnion, которая вот вторая, да, на слайде. И нужно понимать, что цифры это много. 1,4 триллиона онлайн-транзакций в 2024 году, а Nets обработал 1 триллион транзакций на сумму 520 триллионов юаней. Это там тоже под 80 триллионов долларов. Это очень много. И дополнение у нас еще идут мобильные платежи, 211 миллиардов. Но что нужно понимать? Это не аддиктивные показатели, это важно, потому что они измеряются в рамках одной и той же этой системы, и один платеж Alipay может и там фигурировать, потому что в статистике это не банковские учреждения, а присутствует клиринг NetsUnion, и он, соответственно, является маршрутизацией подкапотной. То есть эта статистика — это скорее про экосистему кошельков Китая, который имеет огромные объемы, но нет информации по брендам и нет такой конкретной информации, которую можно было бы в открытых источниках проанализировать. Они ее просто не публикуют. Поэтому, да, я вот нашел там отчет Народного банка Китая, вот посмотрел, почитал его, это данные за 2024 год, вот можем видеть, транзакций много, суммы огромные, и, наверное, есть ощущение, что Китай — это на самом деле эм, самое большое количество транзакций в мире будет по процессингу. По поводу Европы. Здесь мы можем видеть на слайде две группы. Так называемый пан-европеан стандарт Rails и UK Rails, и альтернативные платежные методы. Почему так? Лево — инфраструктурная часть, право — это UX, скажем так. Начнем, да, с левой части. То есть мы можем видеть, что, опять же, та же SEPA на 2024 год, там 2 квартала, огромная сумма денег, там кучу триллионов евро, долларов, большое количество транзакций. Далее у нас там идет Direct Debit Credit Transfers, потом у нас идет UK. Идея в том, что в принципе, это агрегированные категории, и условный ideal транзакция ideal справа входит в то, что там запроцессил SEPA, да, потому что, опять же, это Rails. Правая колонка у нас так называемые бренды. Здесь идея в том, что это те методы, которые конечный потребитель использует как удобный UI, когда платит в магазине. В данном случае, естественно, у нас лидирует Банконтакт, 2,5 миллиарда транзакций, это много. Далее у нас идет Блик польский, мы видели 24 миллиона транзакций. Где-то там Twint, Ideal, Vipps Mobile Pay. То есть, в принципе, достаточно большие цифры для Европы, поэтому эти компании достаточно популярны и имеют большой размах, и на текущий момент они пытаются поглощать с собой другие рынки. Что отсюда интересно, что здесь нет в топе Sofort, Klarna и других EPS, например, платежных методов, потому что они не публикуют сравнительные объемы годовых транзакций, которые можно вот сопоставить и перечислять. У них другая механика, у них другая модель, соответственно, им не интересны такого рода сравнения. Да, если резюмировать этот слайд, что нужно понимать, что у нас есть левая часть, которая инфраструктура, и правая часть, которая интерфейс. Левая — это
инфраструктура, по которой ходят деньги. UX — это те удобные интерфейсы, которыми мы любим пользоваться при оплате. Если немножко зазумиться, у каждой страны есть так называемый локальный чемпион, и это становится в итоге дефолтным способом оплаты. То есть чаще всего конкуренция происходит до того момента, пока кто-то один не получает чуть больше узнаваемости, чуть большее финансирование, чем другой. Таким образом, во всех странах присутствует буквально один платежный метод, который знают все, а все остальное — это, по большому счету, не особо популярный инструмент. Что круто запомнить, когда работаешь с платежами, это особенно в Европе, да, что у нас есть как бы буквально 3 платежных метода, которые нужно знать в рамках Нидерланд. Это iDEAL, платежный метод Plik по Польше, и в Швейцарии это Twint. Понятно, SEPA и прочее, но опять же это Rails. И чуть дальше мы поговорим про Vero, это аккаунт-то-аккаунт платеж, который нам будет дальше интересен. И мысль потерял. Потерял мысль, ну окей. Перейду к следующему слайду, если вспомню, потом скажу. Идея здесь в том, что мы сейчас смотрели на так называемые цифры, мы пытались что-либо сравнивать, используя публичные данные. Мы смотрели на количество денег, которое было запроцессовано, так называемые gross merchandise value. Мы смотрели на total payment volume, мы смотрели на объем транзакций. Нужно понимать, что чаще всего, когда мы смотрим на весь рынок, на глобальные APM, у нас никогда не будет прозрачной единой метрики, что мы все можем сравнивать условно по количеству транзакций. И чаще всего применяется способ так называемый прокси масштаба. Оцениваются различные метрики в купе. То есть это количество активных пользователей, оборот, тот самый gross merchandise value, total payment volume, покрытие по рынкам, банкам. И для контекста очень часто используются valuation компании. Если компания публичная, если нет, то, соответственно, используются различные метрики оценки компании, используя их EBITDA и прочие вещи. Там CAPEX да, вот сейчас заговорюсь, и прочее. И к этому слайду у нас получается определенное сравнение больших игроков, которые мы так или иначе можем посмотреть. То есть это PayPal, это Apple Pay, Google Pay и Alipay. Как можем видеть, в принципе, по объему запроцессионных денег и по количеству стран, каждый платежный метод выставляет то, что им интересно. Например, Apple Pay выставляет маркеты, Klarna количество консюмеров, PayPal активных аккаунтов, Google Pay вообще им как бы их объем интересует, потому что они в Индии хорошо представлены. А также они, естественно, пытаются, как Apple Pay, например, говорить про свой valuation своего продукта. Поэтому это, в принципе, то, что стоит понимать, что нам нужно использовать, что EPM — это не просто платежный метод, это экосистема, это платформы, и сравнивать их достаточно сложно и не всегда нужно. Мы проговорили достаточно много про то, что такое EPM, про то, как продукт, что они собой представляют как продуктовая компания, как они полезны бизнесу, поговорили про то, как вообще сравнивать EPM, мы посмотрели статистику разную, да, на цифры, на evaluation и прочее. А сейчас такой резкий шаг назад в историю. Я не буду читать про каждый из этих пунктов, потому что это займет много времени. Если кому-то интересно, там будет дальше слайд и презентацию я пошарю, вы сможете почитать то, что вам интересно. Я только резюмирую этот слайд несколькими словами, что эта шкала, она показывает эволюцию платежей от карточных стандартов к миру, где у нас доминируют цифровые кошельки, аккаунт-то-аккаунт платежи. И сначала у нас были глобальные card rails, затем мы начали пользоваться интернет-кошельками и mobile money, а далее мы переходим скорее к банк-лед и инстант-инфраструктуре. И на сегодня, как я уже говорил, APM — это не альтернатива, это по факту основной интерфейс оплаты, особенно в контексте мобильном контексте, локальном контексте и в той точке, где сейчас государства и рынки активно переходят на собственные рельсы и стараются иметь собственную инфраструктуру и, самое главное, инстант-инфраструктуру для своих жителей и различных стран. Поэтому мы переходим здесь дальше. В 26 год это Evidence Table, которого вы можете потом покликать, почитать. И пару слов о том, что же изменилось за последние 15 лет. На самом деле изменилось много, про это говорить можно долго, но если это сказать быстро и кратко, за последние 15 лет IBM перестали быть чем-то дополнительным на чекауте, что добавляли, просто чтобы добавить. Да? Они изменили механику платежей.
и credentials поменялся, и UX поменялся, и оценка рисков поменялась, и операционка очень сильно поменялась. То, как взаимодействуют с платежами и мерчанты, и клиенты, и платежные gateway, и провайдеры, и государство, все изменилось. Э, абсолютно иначе стало то, как обрабатываются те же аккаунты. Дальше я про это еще поговорю. Мы ушли от ввода карт и пришли к веб-редиректу, к безопасным токенам, up-to-up switch, для того, чтобы минимизировать friction. QR, чтобы сканить, да, push-нотификации. И вместе с этим у нас начали появляться все те же аккаунт-to-аккаунт payment. И с бизнес-точки зрения у нас сместилась конкуренция сугубо в конверсию и локальную релевантность. Если раньше это был выбор, просто должны быть карты, то сейчас мы боремся за конверсию, за то, как сделать релевантный чекаут в зависимости от пользователя и его страны, откуда он приехал, где он живет, чем он пользуется. И именно это дает огромный аплифт по объему платежей и про конверсии, чем условная оптимизация карточного флоу и погоня за снижением, например, комиссий. Ну, а с продуктовыми инженерами, понятно, это усложнение систем, асинхронщина и прочее, регуляционные вещи, это там различные стандарты, которые нужно понимать, но это мы откладываем на текущий момент. По поводу трендов. Сложно говорить, на самом деле, что будет в будущем, особенно сложно как-то заявлять это, что называется, авторитетно и out loud, но я попробую аккуратно сказать, как я считаю, что будет дальше набирать популярность. Начнем, наверное, с того, что сильнее всего это повлияет и на продукты, и на инженерную составляющую вокруг APMs. В первую очередь это рост токен Device Bounded Authentication, так называемая биометрия, да, то есть это позволит повышать конверсию за счет, во-первых, снижения frictions, да, ручного ввода, а во-вторых, более высоких процент прохождения оплаты, то есть те самые TDS, там, если где-то Acquire Decline делает и прочее, то есть вот эти штуки, они будут снижаться. Buy Now, Pay Later очень сложно сказать. Регуляторика усиливается. Мы видим, как они теряют evaluation, большие игроки, кто вышел на биржу. Мы видим, что affordability checks и disclosure требования, они более строгие становятся. Мы видим, что появляются новые дополнительные обязательства по рефандам, там, чарджбекам и прочее. В этой индустрии вообще сложно что-либо предугадывать, и учитывая экономический цикл, который мы сейчас проходим, может так оказаться, что эти платежные методы не будут иметь достаточного скажем так, кредитного плеча при условии, что они где-то не будут брать кэш, который они могут для этого использовать. Оркестрация – это горячий топик уже давно, мульти-PSP, рутинг, оптимизация костов, authentication и прочие вещи. Это база такая относительно, потому что всем мерчантам важно оптимизироваться. Многие мерчанты стараются иметь вообще несколько платежных шлюзов. Опять же, сложно сказать, куда это пойдет, потому что это сложно с учетом появления Generative AI, где мы можем быстрее писать код. Мы можем надеяться, что начнут появляться новые компании, которые это реализуют по-другому и качественнее, но также мы видим, что большие платежные компании, legacy платежные компании, я по своему опыту могу это сказать, не все большие чины понимают, как это делать, и самая проблема, они не понимают, зачем это делать. И я ожидаю, что для многих компаний это сыграет злую шутку, потому что начнут появляться скейлапы, особенно в странах, где есть доступ к стартап-индустрии, и они могут так оказаться, что они могут сделать продукт лучше и быстрее. И риск. Ну, про риск сложно, я не особо в это вовлечен, но я вижу, как происходят переходы, связанные с инстант-платежами, и как риски смещаются в скам и up-fraud protection, где нужны реал-тайм проверки, где происходит мониторинг и ВОП. Про это я чуть дальше поговорю, терминов этих пока не буду их объяснять вот именно сейчас. И ответственность начинает, то есть shift responsibility происходит между и PSP, и провайдерами, и благодаря ML решениям становится крайне интересно наблюдать за тем, как большое количество скама начинают становиться паттерном, и эти системы способны это распознавать. Но также это достаточно тяжело и дорого для компании и внедрение этого. И интересно, что у них не будет опции, потому что для аккаунт-to-аккаунт payment, например, вот как можно видеть в следующем пункте, это политическое решение в Европе, то есть для аккаунт-to-аккаунт платежей там определенные fraud liability, они будут обязательны с 2027 года, и мы, соответственно, увидим, как они это будут внедрять. И последний пункт
про который я сейчас и буду говорить, это так account-to-account payment. Я сегодня, наверное, раз уже 50 повторил это. Так называемый Instant Payday Bank. Идея в том, что в Европе это становится очень популярно. Давайте смотреть, почему. Был Ideal в Нидерландах, и есть Ideal. В 2024 году 1,5 миллиарда платежей, 141 миллиард евро был за процессинг. В Нидерландах это было больше 70% e-commerce маркета. Это очень много. Интересный был подход. Есть редирект на страницу, в банке подтверждаешь, и большое количество банков вовлечено в то, как происходит... Большое количество банков, вовлечено в эту систему. Соответственно, все банки обязаны это поддерживать, если они оперируют в Нидерландах. И Вера, да, у нас с правой стороны есть Вера. Вера — это новая стратегия. Это попытка масштабировать модель, которую сделал Ideal, модель национального чемпиона на всю Европу. Запущен он был, если я правильно помню, в Германии в июле 2024 года, во Франции он был запущен в сентябре и в Бельгии в ноябре 2024 года. И очень быстро начал набирать популярность. На сегодняшний день более 50 миллионов юзеров и огромное количество транзакций. И им владеет европейская платежная инициатива EPI, и ее поддерживают 16 европейских банков, различные финансовые компании. И идея в том, чтобы создать унифицированный платежный метод Вера для Европы. И цель, очевидно, уменьшить зависимость от партнеров Visa, MasterCard и сделать мгновенные переводы по всему континенту доступными для всех. На февраль 2026 года, на сейчас, это 50 миллионов пользователей, 100 миллионов транзакций, 75 миллиардов евро за первый год. Очень круто. И Ideal был, я не знаю, поглощен он, стали они там партнерство заключили, но у них теперь кубрендинг, вот сейчас происходит как раз миграция. Сначала мы переименовываем Ideal Вера и меняем лого, а далее в Q4 этого года у нас будет техническая миграция. Я вот тоже в этот проект вовлечен. Я пока не особо понимаю и надеюсь, что они не сломают бэклог, потому что планы там у них наполеоновские, много чего хотят поменять и быстро, будем смотреть. Интереснее всего 27 год. Они сказали, что будет Purchase Protection. И вот это интересный момент, потому что до этого у нас не было защиты от того, если вы перевели деньги не туда или вас, скажем так, обманули. По большому счету, если интернет-магазин обманывает, деньги вернуть невозможно, потому что под капотом это SEPA-платеж, который в одну сторону. То есть у карт есть чарджбэк, а в переводах нет опции, как откатить. И вот Purchase Protection, это то, что Вера объявили, что они выкатят в 2027 году, это гарантия возврата. Если что-то пошло не так, у них будет возможность иметь собственную процедуру чарджбэка и вернуть деньги. И, в принципе, это становится, после имплементации этого, становится полноценный конкурент Visa и MasterCard, и, собственно, все. Появляется доверие такое же, как у других платежных методов, как, например, PayPal. И мы можем видеть, что Yes делает account-to-account payment приспособлением для оформления заказов на каждый день, и мгновенная доступность у нас появляется. А теперь давайте разберем вот там WOP и прочие термины, которые мы здесь видим. WOP — это проверка получателя. То есть это обязательно по законам ЕС технология, которая позволяет проверить имя получателя и его IBAN-номер до того, как деньги уходят. То есть идея в том, что вы вводите данные, банк там что-то проверяет под капотом и дает вам матч. Либо close match, либо no match. Если, соответственно, no match, то понятно, что, скорее всего, что-то не то. Для еврозоны это стало обязательным с 9 октября 2025 года уже. Далее мы можем видеть по пирамиде справа у нас есть следующий слой Instant Rails, так называемый. То есть это те самые фундаменты, рельсы, по которым деньги за те самые 10 секунд доходят до человека или там, до организации. Да? Ну, по факту это все по платежи под капотом. Тут, в принципе, особо ничего и не меняется, потому что они используют инфраструктуру, которая уже была. Единственное, я не знаю, пока они будут делать chargeback, по которому я говорил на предыдущем слайде, еще предстоит узнать. Далее у нас идет тот самый WOP Overlay, слой безопасности. Это вот проверка имени, проверка того, кого мы отправляете. И далее идет Wallet UI. Это конкретный UI в телефоне, который вы видите. Это либо банк, либо банк. Просто вопрос, какой банк. И Merchant Acceptance, понятно, это как бы те магазины, которые что-то принимают, то есть это уже финальная точка.
Основные изменения — это та самая мгновенность, которая появляется, то есть платежи будут приходить быстро. И интересно, что комиссию они сказали, что она не может быть выше, чем за обычные медленные переводы. Это очень круто, потому что в Швейцарии, например, могут 10 франков зачаржить за инстант-перевод, и это очень больно бывает. И как итог, Европа просто добавляет способ оплаты, не просто добавляет как бы новый способ оплаты, который где-то будет, а они полностью модернизируют систему, раскатывают ее на весь континент, и в скором времени мы увидим результаты этой работы. Окей, и теперь пару слов об AI. Э, Начнем, наверное, с первого слайда. Нужно понимать, что AI в первую очередь это email на самом деле. То есть вот многие говорят AI в платежах, AI в платежах, но если это разбираться, то там AI нигде нет и не будет пока что достаточно долгое время. Сейчас я вот буду рассказывать, что на самом деле есть, а чего нет. Э, Email. Это решение в потоке платежа, GenAI, операционные задачи. То есть email — это там, где риск, фрауд, AML и acceptance в моменте авторизации или подтверждения. То есть там, где что-то нужно принять сразу. В аккаунт-to-аккаунт payment и instant платежах добавляется отдельный фокус в виде контроля до отправки перевода. Потому что, опять же, как мы говорили, отзыв сложно. И вот это как раз и называется irrevocability, то есть необратимость. Они такой термин обычно используют, чтобы пояснить, что очень важная фаза становится именно до подтверждения, до отправки перевода максимально правее. GenAI на текущий момент используется в поддержке. То есть это саммаризация, помощь саппорту, подготовки текста для рассылки, классификация. Иногда это read-only доступ к базе данных на поиск чего-то, но с того, что я вижу, это финансово невыгодно. И это скорее для картинки делают, но также пытаются включить. И иногда, где это классно применяется, это анализ большого количества данных в виде доступа через какие-то инструменты аналитики. Но опять же, это очень маленького количества компаний, и зачастую AI — это просто прослойка вместо человека, который уже использует устоявшиеся инструменты. То есть на схеме можем видеть, где ML и AI подключается к жизненному циклу, опять же, decision внутри чекаута, постобработки и операционные действия вокруг. Перейдем дальше, поговорим про acceptance и fraud. И опять же, в инстант-платежах и аккаунт-то-аккаунт платежах — это те места, где сейчас становится особенно важно использовать новые технологии, потому что Европа пушит именно это. Соответственно, какие там проблемы? Это социальная инженерия, мошенничество с получателем, и это не только про классический card-fraud. Соответственно, получается тот самый ВОП и verification of pay и confirmation of pay, то есть проверка соответствия отправителя и получателя. И да, в данном случае очень популярно использовать email для выявления аномалий, сигналов различных, нетипичных паттернов переводов, корреляции по устройствам, аккаунтам, сетям и прочее. То есть это то, что они сейчас активно делают путем сбора огромного количества статистики с текущих стран, с получением доступа к базе данных от IDL, где они будут иметь огромный массив информации, на который они могут делать претренинг. И еще важный момент — это UX-слой. Это предупреждение, дополнительное подтверждение, и где модель может спрогнозировать какой-то риск и, соответственно, что-то предложить. То есть где надо, фрикшн будет добавлен, а где не надо, фрикшн будет пропущен. Это очень классная идея на бумаге. Будем смотреть, как они это будут реализовывать. Наверное, я еще разок поговорю про необратимость платежей и чуть-чуть проясню. Может быть, я не совсем точно выразился. Чтобы быть более precise, да, то есть у вас есть там скорость расчета, так называемый settlement. В классических платежах это карточных и прочее, это много стадий есть, там клиринг присутствует, settlement, окончательный расчет, и несколько дней может платеж висеть в статусе заблокирован. А в инстантных платежах расчет — это 10-20 секунд, и деньги, в принципе, сразу поступают. Соответственно, уже нет опции, как вернуть деньги. И отсутствие механизма chargeback приводит к тому, что нет опции принудительного возврата. А почему? Потому что как юридически они говорят, что когда есть перевод со счета на счет, это прямое указание владельца счета. И чтобы вернуть деньги, банк должен именно попросить получателя, кто получил деньги, вернуть средства. А тот, в свою очередь, обязан получить согласие своего клиента. То есть, условно, на какой-то банк попали, тот банк должен спросить у клиента. Понятное дело, что если это fraud attempt, то может никто не согласиться, и при этом он не будет виноват. И это та самая право собственности и защита клиентов. То есть как только деньги зачисляются на счет, они юридически становятся собственностью владельца этого счета.
или обязательства банка. А банк не судья, он не имеет права самостоятельно решить, была ли транзакция ошибкой или нет. И, соответственно, да, здесь присутствует такой вот диссонанс. И защита, также еще присутствует защита от овердрафта получателя, что, представляете, вам пришли деньги, вы их сразу потратили, а через час этот банк списывает. И по факту вы ушли в минус, вы становитесь должником банка без своего согласия. И вот из-за этого банк должен спросить. То есть пришел вопрос, согласны ли вы. Понятно, что многие скажут нет. Вот, поэтому, соответственно, вот это механизмы, где часто принимается email и как безопасность работает. И далее у нас идет governance, где также у нас присутствует AI на многих этапах уже. Это KYC-процедуры и, кстати, это часто автоматизируется, используется GenAI для запроса дополнительных документов, для верификации всех полей документов. То есть это по факту Autonomous Agent Systems в некоторых компаниях, которые, в принципе, пытаются заместить людей. И это сейчас, кстати, очень популярное направление и у многих стартапов. Они пытаются заместить людей, чаще всего выходцев там из Индии, которые делают мануальный просмотр документов. Вот, это то, что вот сейчас многие компании пытаются делать. Далее мы видим, у нас есть API Security, то есть там OAuth 2 все знают, ODC понятно, а вот есть еще такой FAPI, это Financial Grade API, это профиль безопасности, который OpenAD тоже группа разрабатывала, это надстройка над OAuth 2 и OpenAD, то есть там более строгие требования для защиты и прочее. Получается, в данном случае мы можем видеть, что AI применяется в этих процедурах активно, но также для банковских сообщений и аккаунт-to-аккаунт payment все чаще стараются переходить на какую-то структурированные данные, используют вот ISO стат-дан, который там указан, для того, чтобы было упростить контроль и отчетность. То есть, а по governance все зависит от страны, от требований. То есть где-то можно использовать MLA, где-то нужны мониторинг качества, где-то нужно доказать, что у вас есть дрифт-контрол, где-то нужно версионирование правил, обязательно аудит в 90% вещах и опции rollback. И это регуляторно разделяется по use cases, и получается, что, например, там скоринг кредитоспособности — это там отдельный use case, антифрод и прочее — это другая категория, управление рисками и прочее — это третья категория. Получается, что на разных категориях могут использоваться разные инструменты. И один из предпоследних слайдов — это про то, где современные как бы вот AI-направления, они становятся популярны, это Agentic Checkout. То есть это то, что сейчас только начинает развиваться. Идея здесь в том, что агент может помочь вам выбрать платежный метод, инициировать действие об оплате, но здесь нужно понимать, что пока совсем непонятно, как будет делаться consent, да, то есть согласие, какие будут policy по лимитам, то есть по сумме, по мерчанту и прочее. То есть технически идея в том, что агент должен работать через токенизированное решение и иметь ограниченный интерфейс без доступа к важным данным вас как человека. То есть это list privilege, полный audit log, там человек в контуре вот там указан, human in the loop и прочее. Но на текущий момент, то есть мы понимаем, что агент, он добавляет автоматизацию, но безопасность пока остается открытым вопросом. И вот там проблемы можно почитать, там, где Stripe писал, там, другие компании, проблема галлюцинаций в транзакции, то есть 1%, который ей будет ошибаться, будет стоить, там, условно, миллиард или миллион в год. То есть это очень дорого. То есть надо понимать, как делать преавторизацию и поставторизацию. То есть преавторизация, что вот мы как люди говорим агенту, что одобряем бюджет до $500, там, допустим, на билеты на самолет. Или поствалидация, что, а как агент докажет нам, что, как он чек ресит, да, то есть как он докажет, что он сделал, соответственно, intent. Интересный очень point, я вот об этом сам сидел, рассуждал, что Dynamic Method Selection — это очень круто, если агент, это killer feature на самом деле. Если агент может за вас не просто платить, он может проанализировать, где лучше кэшбэк, где ниже комиссия для тебя через мерчанта или для мерчанта напрямую, то есть если это интегрировано во флоу мерчанта, где действует страховка покупки, где есть опция там заплатить не тому и потом на чарджбэк попасть и прочее. Но здесь есть проблема, что агенту нужно иметь доступ к метаданным всего, и карты, счетов и так далее. Это нарушение требований конфиденциальности, и это не отвеченный вопрос пока что. Потом также открытый вопрос — это identity и authentication, то есть кто платит. Это человек платит, это агент платит.
это бот платит или агент от вашего имени платит. То есть delegated identity, так называемый, здесь нужно понять, этого хватит или нет, или будет протокол, там, где банк понимает, да, это и агент платит от пользователя X, у него есть токен, токен на эту операцию, что-то в таком ключе. Вот. И за кадром мы оставляем proof of intent, то есть как агент будет доказывать, выполнил то, что надо или нет, interoperability, как будет общаться с любым магазином, то есть что это единая API или там 100-500 интеграция, то есть каким образом это сделано. И контекстное окно, то есть как он не купит второй пылесос, если он уже один купил, да, то есть как он будет валидировать историю. То есть вот эти все пункты, это пока ongoing. И, по-моему, последний слайд на сегодня, это что нового. У нас на самом деле agentic topic, agentic payment, это сейчас такой очень горячий топик в рамках больших компаний. Наверное, можно начать с agentic протокол. То есть то, что я сейчас перечислял, пытается решить кто? Google, сделав AP2, Agent Payment Protocol. PayPal сказал, что окей, он его будет использовать как общий протокол, и что агент сможет инициировать оплату так, чтобы это было проверяемо и совместимо между участниками. Протокол есть, посмотрим, как он будет применяться. У меня пока, естественно, опыта работы с этим нет. Будем смотреть, что делают большие игроки, у кого есть к этому доступ. MasterCard, они стали подготавливать инфраструктурные слои под агентные сценарии. Это так называемый Agent Pay, а Visa делает Secure AI Transaction инфраструктуру. То есть там идея в том, что это доверенный Trusted Agent Layer. И то есть там идея в том, что это не что-то новое, а это скорее Trust Layer на основе всего, что уже есть. То есть это Trust Layer, чтобы сказать, кто агент, чей агент и что ему можно. Третье, PSP. Ну, это такой топик интересный, потому что есть Stripe, а есть весь остальной мир, скажем так, но PSP адаптируется, наверное, то есть, но Stripe он выпустил Agentic Commerce Suite, и концепт сделал Shared Payment Token. Идея в том, что это реально практический механизм, где агент может передавать платежные данные безопасно через токены, и это похоже чем-то на токенизированные платежные методы. Агент не видит ваш номер карты, естественно, CVV там и прочее. Он использует шифрованный токен, ключ, который дает опцию на одной конкретной покупке. Это исключает кражу данных, по их заявлению. Посмотрим, как это будет адаптироваться. Я про этот Agent Commerce Suite как бы чуть-чуть слышал, что его в ChatGPT пытаются интегрировать, и, в принципе, в AI решение, да, чтобы вы могли там прямо через, условно, там, с Клодом или с ChatGPT что-то заказать. Ну, посмотрим. Сложно пока сказать, насколько это будет адаптироваться и как он будет меняться. И интересное, это вот вчера буквально, 2 марта, Santander сделал платеж, Santander и MasterCard, они сделали первый в Европе живой end-to-end платеж, выполненный AI-агентом в регулируемой банковской среде. Вот. Поэтому говорят, что переходим на фазу реальных пилотов с compliance и контролями. Ну, скорее не переходим, а пробуем, но где интересно. Поэтому, как вывод, для инженеров в платежных методах и PSP это пока открытый вопрос, как агент будет инициировать действия, как мы его будем рассматривать, сущность, несущность, какие будут требования, права и прочее. Но мы видим, что большие игроки, они активно в это инвестируют, они рассматривают это как будущий новый рынок, а это значит, что скоро появятся какие-то протоколы, и эти протоколы будут активно интегрироваться, и мы, наверное, станем их очень скорыми пользователями. Поэтому скоро мы об этом увидим. Также здесь в презентации есть несколько слайдов со ссылочками на то, что могу предложить самим почитать. А у меня все. Я закончил. Сейчас буду отвечать на вопросы. О, боже мой. Так, сначала по классике я отвечу на вопросы, которые задали при регистрации, а потом я чатик пролистну. Там чатик много всего. Первый вопрос был, как выбрать надежный платежный шлюз. Если есть человек здесь сегодня, то будет круто, если напишешь немножко больше информации, что конкретно, потому что, да, я так сейчас начну отвечать, я буду пальцем в небо отвечать из того, что в общем и целом.
Ну, я попробую. Если есть возможность написать больше деталей, напишите, пожалуйста, я тогда конкретнее смогу ответить. То есть, ну, наверное, надо какой-то чек-лист сделать, да. Во-первых, нужно понимать, где мы находимся, то есть мы в какой географии, и какие мы ожидаем методы оплаты, которые нам нужны, то есть какая страна. Там нам надо iDeal, условно, Buy Now Pay Later или Apple Pay и только карта. Далее нужно понимать, статистику конверсии и качество эквайринга. То есть нам же аквайрера придется выбирать. Понятно, есть PSP, у которых есть свой собственный аквайринг, они его будут активно вам продавать, но, сразу вопрос скейла, да. Какой бизнес? Это маленький скейл или это enterprise? Если это маленький скейл, ну, Stripe, и, наверное, я бы больше даже не думал, да. Если это, средний скейл и более, ну, можно посмотреть Enterprise там Gateway, где можно bring your own contract и, может быть, сэкономить на физ. Но опять же, какие рынки, это важно. Вот. Закрывая эквайринг, вы будете закрывать маршрутизацию. Не все, как бы, но у многих есть смарт-роутинг, но скорее его не будет, чем будет. И у вас там будет хороший 3DS, то есть у вас будет reliability shift. Это для вас очень важно, потому что меньше будет чарджбеков. Риски, то есть, ну, на что вы готовы, какую там вот то, что вот PCI там Юра рассказывал, там, на что вы готовы, на что вы не готовы сами. То есть, опять же, зависит от клиента. Если вы ничего вообще не хотите, но вам нужен хороший платежный шлюз, который вам даст так называемый fast checkout. И надо понимать, какой у вас бизнес еще. То есть к чему вы спрашиваете. Это условно гэмблинг там или казино, и у вас там еще и вам не то, что вы будете выбирать, а скорее вас будут выбирать, но каждая компания согласится с вами работать, и у вас там будет гигантская комиссия на аквайринге. Вот. Либо у вас там отличный, здоровый, healthy бизнес, и, в принципе, вы KYC любой проходите, и уже вы выбираете. Интеграция, скорость запуска, то есть что есть у платежных шлюзов. То есть если SDK, вернее, если он должен быть мобильный SDK, в идеале нативный, ну, либо там хотя бы кроме нативных еще и React Native, но обычно нативные. Может быть, есть плагины, если вы через Shopify интегрируетесь. Насколько хорошая документация, как они веб-куки процессят, есть ли токенизация, есть ли опция получить токен для unattended payment, есть нормальный ли сэндбокс, то есть насколько он доступен, какие девятки. То есть это все нужно проанализировать, потому что вам сейлс будет активно это продавать, говорить, что они молодцы, у них все классно. На деле окажется, что там у ребят 2 девятки, очень хороший год. Вот. И такое бывает, потому что, ну, на самом деле платежных шлюзов много, и они могут выглядеть привлекательными, но на деле иногда лучше переплатить. Но опять же, нужны вводные. Сроки выплат вам нужно понимать, то есть там Т+0, Т+1, Т+2, это вот эта тема с через сколько дней вам там выплатят, на вас счет аквариум переведены, не помню, как-то так. Э, Что еще SLA? Ну, если вы большой бизнес, наверное, кастомные SLA можно просить, ну, не со всеми, но все же. Будет ли у вас выделенный менеджер, как посмотреть в идеале постмодерны последние там штук 5, потому что некоторые компании, я это и сам вижу, вот по нашему примеру, там постмодерн пишет, ну, какой-то такой человек, который не понимает, о чем он пишет. И по одним постмодернам можно понять, что, наверное, вам могут не всегда могут вам помочь, то есть как время реакции, какое было и прочее. И я бы порекомендовал, и если вы, опять же, большой бизнес, не зависеть от одного, а сразу интегрировать мультишлюз. Иметь двух провайдеров, иметь запасной, понять, какой механизм свитча в случае деградации одного из них. И, соответственно, да, если резюмировать, наверное, то есть выбираем шлюз по покрытию стран методов, конверсия, стабильность, то есть смотрим, чего вам надо, требования комплайенса, на что вы там можете претендовать, Т+1 сроки выплат, вот эта вещь, скорость и стоимость интеграции. Ну, комиссии, понятно, но это такое уже очень второстепенная штука. Вот. Да, я, наверное, надеюсь, ответил на вопрос. Без деталей, сори, очень сложно дать детальнее. Блокчейн. Используем ли мы блокчейн? Ну, я не использую блокчейн. У нас в компании блокчейна нет, потому что у нас традиционный, скажем так, платежный шлюз. Тут нет просто нужды в блокчейне. Это инфраструктура будет ради инфраструктуры. В ней нет особого смысла, она преимущественно дает ни по скорости, ни по регуляторке, ничего. По крайней мере, из того, что я знаю. Я могу ошибаться здесь. Вот. Я недавно собеседовался в компанию. Они делают кастоди-платформу, и в целом у них, как это называется, господи, токенизированные активы, короче. Вот, и у них там внутри под капотом база данных вся на блокчейне, все как надо, с Google спаннером, то есть
очень там большой, огромный TPS там и так далее. Вот они это делают, но у них интеграция идет напрямую с банками, то есть они не шлюз, и они дают как бы токенизированные механизмы вместе с кастodi для огромных банков там в UAE, в Швейцарии, в Штатах и в Сингапуре там и прочее. То есть у них совсем другая идея, совсем другое направление. И они скорее про то, как работать с токенизированными активами, а не про, там, вот как я условно, где я нахожусь на данный момент, это платежная компания. И да, наверное, больше я не скажу в этом контексте. Я не уверен, что, честно говоря, большие там Айден или Stripe кто-то использует блокчейн как технологию на текущем этапе. Третий вопрос был, есть ли разница в эм, визуализации или сроках /скорости в методах оплаты через процессинг банка или иных платформ? Вот этот вопрос очень сложный, в том плане, что я его не совсем понимаю. Но постараюсь ответить, насколько я его понимаю. Здесь просто очень много компонентов платежных систем собрано в один вопрос, короче. Очень легко еще потеряться и сложно пойти не туда. Опять же, если человек есть, поднимайте руку, э, можете в детали добавить. Эм, То есть начнем, наверное, с визуализации. Есть ли разница в визуализации? Это UX, да, то есть UX у нас есть здесь два компонента. Это UX и скорость. Но зависит это в первую очередь от метода оплаты и архитектуры. То есть что такое UX? UX это по факту морда от банковского процессинга. То есть это зачастую тот самый классический флоу, который мы видели с банк Payments, где у вас там происходит редирект, вы там, если это карточка, вы вводите 3DS, номер карты, stop decline может прийти на обычную оплату, и вам 3DS покажет. Вы введете код, в приложение подтвердите, еще что-нибудь сделаете, да, и вас пропустит. Либо это Pay by Bank, который аккаунт-to-аккаунт payment, да, то есть вот iDeal и прочее, там вы прям в банковском приложении, вот как я скриншот показывал, вы нажмете и подтвердите платеж. Э, это другой UX, да, но идея та же, то есть и у вас там нет гибкости, нет у вас кастомизации, ее и быть не может, вы это не контролируете, ни как мерчант, ни как кто, как acquire, скажем так, или тот, кто платит. То есть вам просто дают доступ при интеграции платежного метода и все. То есть банковский процессинг, он дает классический флоу, и PSP, который вот платежный провайдер, что они интегрируют, они вам дают payment page. То есть если это, например, оплата с QR-кодом, я вот в четверг про Twin там расскажу, вот они молодцы, классно придумали, они не делают waiting page, они заставляют каждого интегратора самим ее писать. Это ужасно. И вот вы для них как платежный шлюз, мерчанты идут к вам как платежному шлюзу, как минимум, чтобы снизить комплексити, чтобы показывать правильно там QR-код и хендлить колбеки. То есть вот где есть, что может поменяться. То есть вам могут красивее отображать локальные методы. Они там вам могут их PSP отсортировать в зависимости от того, с какой локации человек заходит. То есть там, чтобы его preferable payments method указать. Некоторые вообще имеют прикольную штуку, что если вы часто платите с дома, и там есть опция сохранить IP-адрес, и они вам будут первым показывать тот платежный метод, с которым вы платили в предыдущий раз и так далее. То есть автоподставка там, но это такой просто UX, это красивые улучшения для нашего с вами комфорта. То есть, как итог, тут PSP, он просто повышает конверсию за счет хорошего UX-интерфейса. То есть это вот, наверное, ответ по визуализацию. Вот, не знаю, насколько я понимаю вопрос. А вот про скорость и сроки здесь нужно понимать, о чем речь. То есть скорость — это что? Это, наверное, имеется в виду про settlement, то есть поступление денег. Если это там карты или вот что-то такое традиционное, там вот тот самый график выплат есть. Т+1, Т+2, Т+3. Если там казино какое-то, там может быть Т плюс много еще, и процент будет задерживаться на случай, если деньги будут отзываться. Вот. Высокорискованный бизнес, потому что. Если это современный API, то там так называемый instant. То есть там через банк происходит это практически instant. То есть, ну, там 10-20 секунд. Если это какой-нибудь платежный метод типа там Mobile Pay, что-то такое, у них там тоже под капотом карты. Там, я, честно говоря, не помню, если там Т плюс что-то или там Т плюс 0, но там все равно может определенный фрикшн быть. Вот, поэтому если в резюме вот этого вопроса, что подтверждаются они одинаково быстро, но PSP, они дают красивый UI, дают какие-то механики повышения конверсии и каким-то образом помогают вам в работе с рисками, как мерчанту, то есть дают какие-то риск-полиси, контролируют ваши скорость выплат денег вам в зависимости от типа вашего бизнеса и прочее. То есть тут, наверное, как-то так. Вот, по-моему, да, вопросы все. Теперь я в чат пошел.
Юра, а можешь напомнить, пожалуйста, если ты еще здесь, да, ты здесь, я тебя вижу. Напомни, пожалуйста, или голосом, или текстом, если можно, вот твой первый. Какие используются технологии под капотом и чего? Нужна ли виза, MasterCard, и какую шину они строят? Это в самом начале было? Я, насколько понимаю, это про альтернативные методы. Да-да-да, это я имел в виду, что, ну, то есть там, допустим, с криптой более-менее понятно, да? Вот. А вот именно, допустим, Apple Pay, он через что гоняет? Мгм. Под капотом это та же виза, MasterCard, это Card Rails. То есть там же что с Apple Pay? Что Apple Pay делает? Это по факту pass-through. И что он дает? Он дает снижение frictions. То есть мы вместо того, чтобы вручную вводить куда-то карту, мы используем Apple Pay, который возвращает токен на PSP. И с этого токена происходит, ну, грубо говоря, авторизация. То есть все безопасно. Авторизация происходит далее уже через Card Rails. Если это карта там Visa или MasterCard, то идем, соответственно, к конкретному руту. Сначала аквайр, аквайринг уже там будет рутить куда надо, к issue. Да, вот это чей токен, кстати? Это токен PSP? Ну, ой, токен EPS? Э, Хорошо, нет, подожди, это должен быть токен, это токен Apple Pay, потому что в Apple Pay мы загружаем сертификат от мерчанта, публичный ключ, а приватный ключ хранится на PSP, и мы приватным ключом декриптим то, что нам Apple Pay прислал. То А есть как мы потом тогда, соответственно, экваримся через банк? ну, мы рутим вот этот запрос, мы делаем авторизацию, мы отправляем эти данные уже на аквайр, а аквайр отправляет это уже к ишеру, если я правильно помню. Да-да-да, но просто без этого самого, ну, грубо говоря, а, Я походу понял, что ты имеешь в виду. да, там 3DS, короче, иначе выскочит. Я про это. Еще раз, что вы слышите? Ну, просто токен, именно, то есть я добавляю карту в Apple Pay, мне там какой-то токен выдают. Вот кто его выдает по факту? То есть это, ну, грубо говоря, тут токен, с которым я могу сходить куда-то, и его примут как, грубо говоря, токенизированную карту. То есть Да. без необходимости ввода номера карты там и так далее. Вот это чей токен там? Это Apple Pay должен быть токен, потому что он шифруется обычно, ну, публичным ключом. То есть там, я не уверен, что я точно понял, про какой конкретно ты токен имеешь в виду, но вот из тех флоу, что вот я сам сталкивался, это по факту вот этот механизм, что ты платишь Apple Pay в магазине, и Apple Pay на PSP присылает токен, ну, девайс токен, как бы, да, и чтобы его задекриптить, используется приватный ключ, который мерчант загружал э, для себя, ну, потому что как по-другому. То есть вот там примерно такая механика была. Вот, ну, кстати, надо, может быть, даже про Apple Pay отдельно, а потом как-нибудь посмотрю, насколько там большой объем. Как развил, когда условно арендодатель через ДРГ спишет 100 миллиардов? Это невозможно, кстати. Ну, по крайней мере, там ты когда соглашаешься, там ты определяешь сумму, сколько максимум он может сделать дебет, ну, списать, короче. И он не может физически больше этой суммы списать. Там не дает приложение. И когда даешь согласие, консент на то, что он может списать, там это обязательное условие, что нужно указать сумму, которую он будет списывать, поэтому такой опции не будет. Но условия, честно говоря, вот хорошая идея почитать, но я думаю, там есть какие-то политики безопасности, если вдруг так получится, что он списал за то, за что не должен был, то, ну, я думаю, там, я уверен, там будут какие-то чарджбеки в таком случае. Этот случай точно отработан. ДРГ такого форда сейчас, самый очевидный кейс. Ну, это фишинг фанс можно. М-Песа покрывает 92% рынка платежей в Кении, примерно. Там они почти безответственны. Вон, да, хороший пример у них. Э, Может быть, я где-то промазал по цифре, где-то 92, где-то 90, да, вполне возможно. Смотря какой год смотрел. Спасибо за уточнение. Реально ли платить UPI и ПМС или наоборот? Я, честно говоря, не знаю, реально ли или нет. Мне, чтобы ответить на такой вопрос, мне надо какой-то контекст и подгуглить. Я сейчас не отвечу. Ну, я вот с этими платежными методами давно так, например, не работал. То есть я понимаю, что только что они работают на одной базе. То есть из UPI VPS, по идее, ты платишь там iPhone Pay или Google Pay или что-то напрямую на банковский счет. То есть это to bank account payment. То есть если я правильно понимаю и ничего так вот из головы не напутаю, то да, можно.
должна быть опция отправить из обычного приложения через раздел AMPS на цифровой UPI буквенный код. Но надо меня проверять. Я могу сейчас не вспомнить. Сори. Хороший момент, да, с альтернативными платежками интеграцию делал с PayPort. Вот. Делал PayPort, оказался сотрудничать с Gaming. Вот. Хороший пример того, что с iGaming или там прочие могут не сотрудничать. В принципе, все вопросы покрыли из чата, по-моему, тоже. Если у кого-то, ребята, вопросы, то на звонке. Вопросик. Есть ли список альтернативных платежей на постсоветском пространстве? В вашем случае они даже не рассматриваются. Виноват. Я не смотрел постсоветское пространство вообще в силу того, на каком рынке я нахожусь. Я с ними даже не сталкивался. Вот. Я знаю, что в России уже своя офигенная как бы мир там, то есть они, огромное количество платежей оборотов. Что там из интерактивного, я, честно говоря, не знаю. Это вот, может, Юра может подсказать. Он там уже в платежке работал в Казахстане. Как бы. Там, я думаю, явно у вас что-то было. Вот, а я не знаю. Sorry. Юра, может, добавишь что-то? У нас тут есть пара местных приколов. Это Kaspi QR и этот самый Hello QR. То есть это как раз способ платежей. То есть, грубо говоря, это для мерчантов выдается терминал показывает QR-код, вот, и все это ездит в обход, соответственно, МПС. То есть напрямую. И поэтому как раз они максимально сопротивляются, скажем так, переходу на Apple Pay. Да, то есть у нас нет отключения на Каспи, допустим, нет отключения к Apple Pay, потому что Apple Pay там свои 0,02% или сколько там себе забирает. Вот. И, среди прочего, у нас еще Каспи приложение, вот этот наш кошелек слэш-карта, он еще работает с Alipay. Такая штука. Круто. И прикольно, что терминалы не мультидоменные. То есть вот в Европе где-то стараются, чтобы QR-код условно там из какого-нибудь твинта и прочее можно было на обычном терминале показать. Прикольно. Спасибо большое. Может быть, еще какие-то вопросы у кого-то есть? Если хотите голосом, озвучивайтесь тоже можно. Окей, тогда, наверное, да, будем закругляться. Всем большое спасибо. Приходите в четверг, там техническую часть посмотрим. Постараюсь какие-то демо показать, рассказать какие-то технические вещи. Наверное, для многих они могут быть очевидными, кому-то будет интересно, посмотрим. Вот, всем спасибо. Да, и тогда хорошего вечера и до четверга.